Слабонервным не смотреть. Самое опасное, самое страшное. Какими только словами ютуберы не называют эту дорогу. Наконец-то пришло время взглянуть на нее своими собственными глазами. Привет, друзья! Мы находимся на повороте к очень интересному маршруту. Маршруту до озера Радоново или Подбелковое. Много лет я мечтал до него добраться, но все время что-то мешало. Сейчас тоже мешает. Каждый день практически идут дожди, но тем не менее мы рискнули попробовать проехать. Нас ждет очень много интересных и сложных задач. Первая, например, грязь-колея уже у вас перед глазами, а мы еще не съехали с дороги. Удастся проехать на моем Discovery или нет, не знаю. До этого мне все говорили, что на Радоново озеро на Discovery ехать нельзя. Нельзя ехать в одиночку, нельзя ехать без лебедки и нельзя ехать на обычной резине. В итоге мы все равно решили ехать, конечно же, на Discovery, конечно же, в одиночку. Лебедку я еще не прицепил, но вопрос резины я уже решил. Посмотрите. Скидываем давление в шинах до 1,5 атмосферы. Нам ехать туда, поэтому мы сейчас первым делом включаем заднюю передачу. Почему, вы спросите, мы едем назад, а не вперед? Потому что рядом в кустах мы обнаружили нормальный съезд. Не будем рисковать с самого начала. Умный в гору не пойдет, так мне говорили подписчики. Умный гору обойдет. Сашечка, покажи людям. Лезем. Ну, пришло время спускаться в грязь-колею. К этому моменту гудричи замылились просто в бублики. Меня даже чуть не стащило задом на березу, пока мы думали, как ехать дальше. Поэтому спускаться пришлось, ну, очень аккуратно. Испугавшись очередной колеи, я не стал ехать прямо и решил продолжить движение по верхней дороге. На подъеме мягкий влажный грунт, а наверху небольшие ямы, на которых теряю скорость, но новая резина и тут помогает выбраться. Вопрос не в том, как сейчас проехать, потому что здесь участок идет вниз. Вопрос будет потом, как назад мы выберемся. Приходится-то сразу думать и за себя, и за того парня. Вот. А назад здесь может оказаться сложновато, потому что назад здесь придется в подъем. И вот смотрите, как намешано. Оператор пошел на точку съемки, уже 4 раза чуть не упал. Меня бросили. Он поехал, а я тут осталась. В общем, ребят, едем дальше. Как я и предполагал, дорога стала обычная, горная. То есть вода стекает вниз, и там создает заболоченность. А здесь, ну, камушки. Сейчас высажу жену заснять видео.
То есть смотрите, вот там идут большие булыжники. Но, откровенно говоря, для Discovery это вообще не проблема. Ну, ради красивых кадров выпустим оператора на свободу. Вопрос о клиренсе, да? Ты где там у меня? 1,70 м пропали. 1,70 м исчезли. Как ни пытались мы заснять с Александра эпические кадры, но, увы, Discovery просто едет, не давая повода для яркого контента. Ага, проходим. И дальше дорога шла приблизительно в таком виде. Вот, видимо, мы наконец-то выехали на русло речки. Ой. Переплан. Я боюсь. Ай, оператор фиговый. Надо посмотреть, что там дальше. Здравствуйте. Давай, давай, давай. Менка, всегда говорю, что хороший штурман на вес золота. 33 года с ней живу. 32. 32? А у меня же год за 2 был один. Ты сейчас наговоришься. Я бы тут проехала. Зачем ему штурман, если он все равно едет по-своему? Я не понимаю. Самая эпическая, наверное, сложность, которую чаще всего показывают на видео, это вот этот вот участочек. Смотрите. И где-то должен быть еще участок, где мы должны с левым наклоном буквально боком ползти по земле. Я думаю, может быть, это вот он. Вспоминая видео других путешественников, у меня такое ощущение, что это вот последняя сложность. Не знаю. До озера. Я не смотрела других путешественников. Я только тебя, я преданный твой поклонник. Зритель. Фанат. Фолловер. Фолловер. Понижайка почти 3:1, дефлог с разной степенью блокировки, плюс продвинутые внедорожные программы и клиренс почти 30 сантиметров. В этом и есть магия Land Rover. Если вы смотрите это видео на небольшом экране, скорее всего даже не заметите, когда Discovery едет на 3 колесах, а когда на 4.
Еще немного каменистой дороги, и мы выбираемся к озеру. Ребят, люблю народ троллить. Опускаю к нему в самое нижнее положение, посадочный режим. После этого выходим и оставляем так машину. Люди, когда приезжают, говорят: а как вы вообще сюда смогли заехать? У вас же клиренса вообще нет. Как можно вот на таком клиренсе заехать? И действительно. Еще у нас там камни какие-то. Клиренса почти нет. Так. Вот типичный автомобиль для покорения таких мест. Ну, кстати, нормальный протектор. Не реклама, вдруг кому понадобится. Мы немного сменили локацию. Вот были вон там. Сейчас переехали на другой берег озера. Потому что здесь есть вот такие штуки. Сейчас сходим туда, посмотрим. И вот сюда посмотрим. А самое важное, оно находится вот там. Как вы видите, идет дождь. А у нас будет. Так, что у нас здесь интересного, Рич? Пошли. Посмотрим. Ой, тут у нас женщина какая-то. Что хотели? Вы тут прописаны? Мы с контролем пришли. Ну, вот вы и посмотрели. То, чего ни вы не видели, ни мы не видели. По первоначальному плану мы хотели заночевать на Радоновом озере, но учитывая, как быстро мы поднялись и глядя на погоду, решили сегодня же вернуться в Усть-Каменогорск. Мы потихоньку спускаемся, но спуск, конечно, гораздо легче идет, чем подъем. А решили все-таки один участочек вам заснять. Вот этот. Тот самый, где самые большие перегибы. Шахрида Ивановна, я готова. Да. В какой-то момент нас догнали коммерческие туристы, и мы пропустили их вперед. Да, со стороны хорошо видно. Как колеса играют. Как идет мостовая машина. В общем, сейчас еще, наверное, не время подводить итоги. Хотя почему бы и нет, мы еще не доехали. Я могу точно сказать, сейчас посмотрели по карте, у нас осталось 500 метров до дороги. Вот 500 метров, и мы выйдем на нормальную дорогу, на тот поворот, с которого стартовали. А вот это вот кашебродство, оно всегда для меня проблемное. Ой. И там фигово, и там фигово. Все, молодец. Еще боялся, что и здесь он не проедет. Говорю, проедет. Чего он боялся? Не пойму. Ну, чудесная машина. Чудесный водитель.
Ну и я тоже ничего. Вот и все, друзья. Мы проехали, причем еще за один день. Что можно сказать? Маршрут технически очень интересный. Если у вас нет заднего дифлока и поедете в одиночку, будет интересным вдвойне. Сравнивая с другими дорогами, я бы, наверное, сказал, что в сухую погоду дорога к этому озеру посложнее, чем подъем, например, к Бухтарминскому. Но в сильно дождливую погоду скорее наоборот. По пути к Бухтарминскому озеру наверху можно очень хорошо присесть. Если у вас был опыт посещения обоих озер, поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, согласны вы или нет. В описании дам ссылки на проезды к Радоновому озеру других автолюбителей для сравнения. А вы пока не забудьте подписаться на канал. Сезон 2025 года не за горами.